Привет, это вторая торговая сессия за сегодня. Прошло несколько часов уже с прошлой торговли, и думаю, я уже полностью отдохнувший и могу приступать, скажем так, к новому анализу графиков и совершению сделок. Продолжаю я торговлю с 77 долларов. На этом значении я остановился в предыдущей торговой сессии. Напомню, что риск на сделку у меня 3%, риск на данную торговую сессию 10%. Открыл я первую сделку, увидел, что здесь у нас был сильный рост. После этого цена начала плавно, скажем так, опускаться, делать какой-то небольшой откат. И во время этого отката цена начала замедляться. Мы подошли к небольшому локальному уровню. И сейчас у трейдеров есть возможность от этого уровня заходить с маленьким стопом, брать большое движение вверх и заходить, скажем так, в лонговые сделки с отличным соотношением. Возле небольшого уровня можно спрятать стоп-лосс за ближайший минимум и брать хорошее соотношение, как я сказал ранее. На этом фоне я попытаюсь зайти против таких трейдеров, зайти в шорт и просто взять, скажем так, обновление вот этого минимума на сбор стопов этих трейдеров, взять свой небольшой take profit. Закрыл у нас по take профиту. Отличная сделка. Да еще, кстати, забыл сказать в моменте, тут у нас еще и было круглое число, там 11.11. И на этом фоне мы все знаем, что большинство трейдеров любят ставить свои стоп-лоссы за круглые числа, за минимумы, максимумы. И тут еще и все это совпало, был определенный минимум, уровень и круглое число. Именно поэтому я и поставил тут take profit на пробой этого числа, чтобы собрать, скажем так, стоп-лоссы трейдеров, которые стояли против меня. Открыл я вторую сделку по монетке Lever. Мы здесь видим, что у нас тут довольно-таки нестандартная ситуация. Был очень сильный сквиз на минутке, на остальных таймфреймах его очень хорошо видно. Очень сильное падение на 8% за несколько минут. И после этого мы его плавно, скажем так, такой был наглядный рост. И его выкупили, даже обновили вот, скажем, те значения, от которых началось это падение. После этого у меня складывалось впечатление здесь, когда я анализировал, что вот этот рост, здесь явно показали силу покупателей, что все было сильное падение, но покупатели намного сильнее. Они его выкупили даже особо без откатов и довольно-таки сильно полетели наверх. Тут в моменте случился небольшой откат, но первое, про что я подумал, что скорее всего это будет откат и дальнейшее движение будет продолжаться, потому что, как я сказал ранее, в моменте показали силу покупателей, что рост довольно-таки был сильный и даже вот такие резкие падения, они выкупались. По моей логике, на вот этом откате трейдеры будут заходить на продолжение движения вверх, так как сила покупателей больше, и будут пытаться заходить на продолжение движения. Также у них есть возможность поставить короткий стоп-лосс за ближайший, вот, например, вот сюда, примерно на значение 16.80, и взять хорошее соотношение, заходя в лонг. Против таких трейдеров, против тех, кто заходит здесь в лонг, я попытался открыть шортовую сделку и хочу взять буквально небольшое, там 1% движение, просто чтобы собрало всех тех, кто вот здесь в этом небольшом накоплении заходил в лонг, как я сказал ранее. Закрыла меня здесь по стоп-лоссу. Но в любом случае сделка у меня была по стратегии. И вообще не жалею, что я ее открыл. Смотрю дальше. Открыл еще одну сделку. Но если честно, эта сделка не по стратегии, а больше так спекулятивная, скажем, что ли. Увидел, что монетка растет, пробила все максимумы, даже те, которые на часовиках есть. И в принципе сейчас летит безоткатно.
в моменте на максимумах она остановилась. Мне показалось, что, возможно, здесь трейдеры зайдут на, скажем так, с возможностью какой-то откат искать, либо же разворот, и я попытался зайти в лонг на продолжение движения, потому что она летела буквально импульсами, без остановок. И я попытался зайти на продолжение этого движения. Увидим, что сейчас, но я планирую здесь буквально быстренько и долго не сидеть. Давайте поставлюсь, чтобы закрывался я в монетах. И закроюсь буквально на следующем там каком-то импульсе. Либо же, если сейчас начнут вкатывать, возможно, нужно будет закрыться по безубытку. Я же говорю, это не по стратегии, более такая спекулятивная на интерес. Сколько тут? Процент 30 уже движения. Пробой 75, наверное, возьму. Вот 75, скорее всего, за ним кто-то прятал свои стоп-лоссы. Все, я закрылся. В принципе, отличная сделка произошла, но тут я не могу сказать, что она прям по стратегии. Тут не было никаких накоплений, где трейдеры заходили, против которых я торговал, но все-таки тут более, скажем так, я не знаю, как объяснить эту сделку, но, наверное, возможно, даже это было нарушение, а возможно, просто на опыте. Тут тонкая, я думаю, грань, но в любом случае Take Profit свой взял, отлично. Открыла еще одну сделку по монетке OGN. Так, быстренько подставили стоп-лосс. Тут мы видим, что монетка безоткатно просто очень сильно растет все время. И сейчас она немножко начала тормозить на максимумах. Я здесь открыл сделку на продолжение движения. Но, похоже, кстати, я открыл с очень коротким стопом. Нужно было заходить чуть на меньший объем. Возможно, это ошибка. Заходила здесь с той логикой, что она стоит на максимумах и постоянно есть возможность у трейдеров заходить в шорт с очень коротким стопом. Так как мы стоим на максимумах, трейдеры могут заходить в шорт с очень хорошим соотношением. Плюс мы сейчас находимся в зоне там круглого числа 75. И на этом фоне, мне кажется, многие трейдеры захотят здесь открывать шортовые сделки и ставить за какие-то максимумы свои стоп-лоссы. Против них я и захожу в лонг и попытаюсь взять небольшое движение на там обновление вот максимума. Так, давайте выставлю. Или у меня, да, уже закрыло. Остались несколько центов в позиции. Но в любом случае эта сделка закрылась у меня под Take Profit. Отличная сделка. И, наверное, на этом я буду завершать данную торговую сессию. Получилось у нас поторговать в отличный плюс. Вот, кстати, я не знаю, были ли у меня вообще минусовые сделки. Нужно будет посмотреть. Скорее всего, нет. Либо же в ноль отбыли. Ну, так что вот на этом буду завершать. Баланс, с которым я заканчиваю, 84,5. На сегодня уже торговать я не буду, поэтому вот так вот. Все. Всем спасибо за просмотр.